В эфире Федик Ньюс. Единственное светлое пятно в этом мрачном новостном мире. Пока по телевизору взрывают Крымский мост, за бензином выстроились километровые очереди, а отдыхающие не могут попасть домой, мы говорим о действительно важных вещах. Рассказываем другие, хорошие новости, чтобы вы окончательно не ёбнулись. Начнем с главной новости прошедшей недели. Женщина решила пошутить над пьяным мужем и купила ему гроб. Маргарет выложила фотографию гроба, который она покупала для своего супруга, и написала: «Купила его для мужа, но он прожил дольше, чем я надеялась». Она заказала гроб после того, как ее супруг слишком много выпил и начал ее раздражать. Таким образом, она решила пошутить и показать, что ей не нравится, когда он пьян. По мне, так уж лучше пьяный, но живой, чем трезвый, но мертвый. Прям название фильма. Британец вырастил лук-порей длиной 143 сантиметра и попал в книгу рекордов Гиннесса. Еще в 2019 году он получил семена болгарского лука и посадил их на своем участке. Мужчина признался, что давно хотел вырастить и показать миру этот длинный овощ. В России, кстати, тоже был фермер, который должен быть в книге рекордов Гиннесса. Иван Кузин как-то вырастил огромную кукурузину. Канье Уэста обвинили в расизме. Напомню, что он, черный. Дело в том, что рэпер появился на одном из мероприятий в футболке с надписью «White Lives Matter», что в переводе «Жизнь белых имеет значение». За такой слоган против музыканта ополчились люди. Слушайте, интересно получается, жизнь белых не имеет значения? Эти негры уже в край поднадоели, если честно. Я прекрасно понимаю, в США их 200 лет угнетали. Совесть-то надо иметь какую-то. Слушайте, а рыжих не угнетали, что ли? Нас вообще сжигали на кострах. На кострах сжигали нас. Потому что мы ведьмы. Представляете? Подходили такие к нам. О, рыжий. Пройдемте к костру, пожалуйста. Совесть-то надо иметь. Что значит жизни белых не имеют значения? Имеют. И жизни черных тоже имеют значение. Все жизни важны. Хватит пиздеть. Новости из разряда «всем поебать». Паша Техник попал в кому. А я знаете, как скажу? Наконец-то он дома. Житель Лас-Вегаса пришел с верблюдом в МакАвто, чтобы заказать животному его любимое блюдо – картофель фри. Он рассказал, что 12-летнего верблюда по кличке Ферги... Ферги? Так скажем, Ферги или Ферги. Ферги или Корги, может, хуй его знает. Он рассказал, что 12-летнего верблюда по кличке Ферги спасли от жестокого обращения в штате Колорадо, а теперь он живет в заповеднике вблизи Лас-Вегаса. ВЛМ. Верблюды Lives Matter. Жизнь верблюдов важна. А сейчас наша постоянная рубрика «Наши не в Раше». И у меня на связи наш специальный корреспондент из Таиланда Вячеслав. Слава, скажи, как там в Тае? Заебись. Это был наш специальный корреспондент Вячеслав. Виктор Влетис по прозвищу Тарзан учит людей лазить по деревьям. Берет за урок $10 с человека. Во время занятий испанец учит людей не только лазить по деревьям, но и безопасно прыгать с ветки на ветку, а также правильно передвигаться на четвереньках. Слушайте, не знаю, к чему он готовит людей, но, возможно, хочет, чтобы мы начали все заново. Это были самые важные новости прошедшей недели. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и помните, Федик Ньюс – это единственное белое пятнышко на мордочке черной котейки. Пока.